Этот остров находится в стороне от протаренных туристических путей. Его изрезанные берега образуют множество красивейших лагун и укромных пляжей. И здесь еще сохранились самые большие в мире раковины – гигантские тридакны. Вот только совать в них палец не стоит, обратно его можно не достать. Знакомьтесь, остров Лабенхки в 30 километрах от побережья юго-восточного Сулавеси. Здесь только одна маленькая деревня народа Баджо, или как их еще называют, морских цыган, жители которой в основном занимаются рыбной ловлей. Редкие туристы приплывают сюда на лодке на пару дней, чтобы увидеть красивые пляжи и лагуны, а также сфотографироваться, взобравшись вот на такую пальму. К одной из потайных лагун можно попасть только во время отлива через природный тоннель, который проточила вода внутри гранитной скалы. Эта отрезанная от мира лагуна поражает своим спокойствием и бирюзовым цветом воды. Также прекрасны и другие лагуны острова. Не менее красивы пейзажи соседнего острова Самбори. Здесь также есть деревня морских цыган, которые, как я убедился, выбирают для жилья райские места. Проблема в том, что кораллы здесь испорчены былым увлечением индонезийцев рыбалкой при помощи динамита, а восстанавливаются они очень медленно. До сих пор местные жители собирают в море тридакн, которые охраняются законом и которые уже полностью истреблены в центральных районах Индонезии. Но все же нашелся неравнодушный человек, который посвятил себя этим красивым и необычайно полезным для морской биосферы моллюскам. Это Хабиб Наджар Будуха, основатель и руководитель проекта по сохранению гигантских тридакн Толи-Толи. Свой дом в одноименной деревне Толи-Толи на побережье Сулавеси он превратил в офис и одновременно в музей морских раковин. Одна только половинка раковины из его коллекции весит более 16 килограммов. Хабиб и его команда энтузиастов и волонтеров собрали более 8 тысяч раковин и разместили их в морских заповедниках возле деревни Толи-Толи и острова Лабенхки. Один моллюск фильтрует несколько тонн морской воды в сутки, что способствует росту кораллов и изобилию рыб. Так, в морском заповеднике Хабиба на специальных решетках и в присутствии тридакн
кораллы выросли всего за 5 лет. Своей красивой расцветкой тридакны обязаны водорослям, живущим в тканях моллюска. А так как водоросли нуждаются в свете, то и тридакны всегда обращены раствором раковины вверх. Если тридакну повернуть на бок, она умрет. Многие меня спрашивают о жемчужинах тридакн. Вот несколько экземпляров таких жемчужин. На самом деле тридакны не производят жемчуга, однако он может в них встречаться. Согласно исследованиям, в 10 тысячах тридакн, может быть, вы найдете только одну жемчужину. Так что это очень большая редкость. Одна из таких редкостей, жемчужина Лао Цзы, весит 6 килограммов и стоит $40 миллионов. И тут я вспомнил кадры, которые снял на Тагианах. Неужели я оставил на дне моря такое богатство? Еще один охраняемый вид, которым любят полакомиться местные жители – кокосовый краб. На самом деле это не краб, а очень большой рак, который живет на суше и своими клешнями может разделать кокосовый орех. Тахир – самый опытный ловец кокосовых крабов в деревне Баджо. От клешней большого краба ему осталась память на всю жизнь. А сейчас он готовит приманку – куски кокосового ореха, которые вечером привяжет возле нор, где обитают крабы. Так были расставлены все 12 приманок, а через 4 часа мы пошли их проверять. Первый краб был не очень большой, и я думал, что Тахир его отпустит. Но нет, он оставил его себе. Крабы не убегают от света фонаря. Главное уметь их правильно схватить, завернув передние ноги за голову. Тогда их мощные клешни не причинят вам вреда. It's a bigger, good crab. Всех пойманных крабов Тахир складывал в мешок и каждого в отдельности обвязывал веревкой. Всего на 12 приманках было поймано 5 крабов. Но нас ждало еще одно приключение – ядовитая скалопендра. Ну. Паран. Видимо, Тахир решил произвести на меня впечатление, и это ему удалось. Скалопендра. Окей. Не прыгай. Незаметно пролетело время, которое я провел в деревне морских цыган. Я уверен, что Хабибу и его помощникам вскоре удастся создать здесь морской заповедник и возродить кораллы. И тогда эти места покажут свою настоящую красоту.